The veil thins. We know the future. Do you accept the knowledge? Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, что думает о тебе загаданный человек. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единички. Для сигнификации, кто этот человек и ваши взаимоотношения посмотрим. Но это бывший. Это бывший, с которым ты до сих пор не можешь, как говорится, гештальт закрыть. Ну или коллега, с которым у вас вот давние нерешенные разборки. Итог один. С этим человеком чего-то ты не решила. И ваши отношения сейчас это вот полный застой. Вы оба на месте топчетесь, боитесь шаг вперед сделать. Но и назад отступать, конечно же, не хотите. Знаешь, он думает про тебя как про человека, вот, с которым нужно по справедливости поступать. Он взвешивает, как говорится, все на весах, кто больше вложился, кто виноват, кто должен компенсировать. И вот это вот тягомотина. Но знаешь, проблема в том, что он сам же и тормозит любые изменения. Он как баран уперся, хочет сохранить вот этот статус-кво, да, потому что любое движение – это риск. И да, он считает, что ты ему что-то должна. И материально, и эмоционально, и внимание тоже должна. Все ты должна. Это, знаешь, это не отношения, а вот это бухгалтерия. Ты ему, а он тебе, но оба без души. И пока вы оба не перестанете считать грехи друг друга, вы будете крутиться в этой карусели. Он не враг, нет, не говори так. Но он и не друг. Это вот, знаешь, просто человек, который боится прошлое отпустить. Даже если это прошлое давно, как говорится, сгнило в вашем болоте. Что думает он о тебе? Но знаешь, он считает, что ты себе рай в шалаше устроила. Он видит тебя довольной, он видит тебя самодостаточной, даже слишком, я бы сказал. Типа, знаешь как, ей без меня хорошо. Еще он уверен, что ты специально игнорируешь там его намеки, его действия. Вот смотри, он как будто, знаешь, протягивает тебе стакан воды, да? Это его попытки наладить контакт или обиды высказать. А ты ведь делаешь, что ты ничего не замечаешь. И для него это знак. Мол, ты там слишком высокого о себе мнения. ЧСВ. Человек, забыл, как расшифровать. Человек с слишком завышенной, что-то такое. Ну, без разницы, ЧСВ, в общем. Типа, носик кверху, она никого не замечает. И знаешь, он считает, что ты вот чрезмерно о себе думаешь, чрезмерно королева, чтобы опуститься до его уровня. Но это его проекция только, нет. На самом деле он, знаешь, он застрял в позиции жертвы. Типа, я стараюсь, а она не ценит. Он, знаешь, вот как девочки, у которых психические отклонения, у них вот есть такое,
я для него стараюсь, а он для меня ничего не делает. То есть они не видят, что для них делают. Вот он сейчас в этой роли. И да, он ревнует еще к твоей независимости, к твоим успехам, к тому, что ты не бегаешь за ним, как собачечка. Ему, знаешь, кажется, что ты специально демонстрируешь свое счастье, чтобы его уколоть. Я поэтому говорю то, что это, скорее всего, бывший. По факту, знаешь, он просто не может принять, что ты движешься дальше. Типа, как это она так живет без меня дальше? Потому что, когда вы были вместе, он думал... Вот знаешь, вот есть такие полупокеры, которые думают, что она без меня ничего не сможет, даже, как говорится, штанишки одеть. Ну, это эфемерно говоря. Вот, он такой. У него в голове он тебя достал из помойки. Я извиняюсь за свой голос, кое-как говорю. Как будто он достал тебя из помойки, говорю, обул, помыл, и вот это вот все. Понимаешь? И он не может принять, что ты как-то живешь без него. Его мысли, это, знаешь, это вот смесь такая восхищения твоей силой и злости, что ты не позволяешь ему собой управлять. Ну, я тебе примерно сказал, не примерно, я тебе точно сказал. Просто я не знаю, как более углубиться в это. То есть он такой человек, который... Да как она без меня живет? Ты без меня, ты только мне нужна, ты никому кроме меня не нужна. Вот примерно такой вот скотина. Что тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, хватит ныть. Хватит ныть. У тебя есть я, и это уже что-то того стоит, прикинь. А что делать? Ну, инициативу в свои руки брать. Не для него, а вот для себя. Если это бывший, то четко озвучь, смс-ку напиши, ну или там, как его называются-то? Прикинь, слово «телеграм» забыл. В телеграме напиши там «все кончено», вопросы решаем там через юристов или вообще там больше не пиши. Понимаешь? То есть, если у тебя там какие-то незакрытые гештальты, то ставь ультиматум, типа или говоришь открыто, чего тебе нужно, да, или, как говорится, давай пока, дед тебя ждет на картошке у себя. А деду на картошку нужно как минимум 100 человек, а то 5 гектар картошки не выкопано. Но сначала, конечно, остановись, прежде чем вот это все писать. Обязательно остановись, отдых нужен. То есть, знаешь, вот не отдых, как вот лякай в потолок плюй. Нет, тебе нужна полная изоляция от его манипуляций. Причем на неделю. То есть, давай я прямо тебе скажу, да, я не должен такое говорить, но я тебе скажу. Заблокируй его везде на неделю. Я знаю, что девочки такие, что а вдруг он мне напишет, а вдруг он покакал не так, а вдруг он вообще мимо унитаза покакал. Я же должна. Ой, у меня горло болит, я не могу так. Я так не могу. Я же должна ему жопу подтереть. Вот все такие девочки. Вот именно. Никаких звонков, никаких сообщений, никаких подслушиваний сплетен через общих знакомых. Тебе отдышаться нужно, чтобы глупости не наделать на эмоциях. А вот потом действие. Вот рыцарь кубков – это твое предложение мира, но не капитуляции ни в коем случае. Говоришь прямо там, я готова обсудить, да, чего там накопилось, но один раз. Начнешь юлить, как уж на сивке-бурке, то все, конец, разбегаемся. Никаких вот эти вот уси-пуси, траля-люси, жопку тебе подтеру, борща наварю. Нет. Все твои борщи должны быть только для меня. Запомни это раз и навсегда. Ну или хотя бы для такого, как я. Не дай бог, конечно, ну, чем черт не шутит. И в итоге ты либо этап этот закрываешь, да, либо выкидываешь его из жизни своей. Половина его уверенности – твоей пассивности.
Вот покажешь характер, то либо он перестанет голову тебе морочить, либо начнет уважать. А нам с тобой что? Вот мне, например, женщины не нужны, которые меня не уважают. А тебе нужны мужики, которые тебя не уважают. Вот и делай выводы. Но в любом случае тянуть больше нельзя. Иначе ты сама превратишься в эту перевернутую двойку жезлов, которая вечно колеблется у края пропасти. Углубляться дальше не будем. Сегодня будут короткие расклады, горло болит. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Так как я вас очень сильно люблю, двоечки, давайте сделаем так, что я вам ремня дам. Вот просто так. Давайте вот сначала ремень, да, а потом только сигнификация. Какая сигнификация? Ты хочешь ремня от меня? Ну, это все шутки шутками. Сигнификация у нас кто этот человек, да, ваши взаимоотношения. Ну, тут четко показывает, что этот тип, который рядом с тобой чувствует себя как на дорогом курорте all-inclusive. Ну, то есть все включено. Он ценит стабильность твою, видит, что у тебя, как говорится, все под контролем. Работа есть, денежки есть, борщи вкусные варить умеешь. То есть полный порядок. Но сам он как щеночек, который только-только учится лаять. Энергии у него много, хоть отбавляй, как говорится, да, но он еще не знает, куда ее применить. Этот человек, знаешь, это или твой коллега, который вот на тебя равняется, да, или знакомый, который пытается втереться тебе в доверие, показывая свою активность, конечно, типа, знаешь, как павлины. Вот ваши взаимоотношения, это вот, знаешь, как будто ты вот сидишь на своей уютной террасе, да, а он вокруг бегает с факелом. То есть ты для него вот как пример успешности, эталон. А он для тебя, ну, знаешь, он для тебя человек, который тобой восхищается, но толку от него ноль. Вот примерно вот так. То есть вы не на равных, нет. Ты уже все построила, а он только мечтает начать. И он вечно тянет тебя в какие-то авантюры, а ты ему позволяешь. Потому что тебе забавно смотреть, как он горит. Но глубокого тут нет, ничего не думай, что это, как сказать, любовь до гроба и прочее. Нет, тут не про любовь вообще. Это вот чисто поверхностная такая движуха. Я не знаю, как по-другому сказать, прости. Я знаю кураптоновский язык, на кураптоновском я бы сказал, но ты не поймешь. Что думает о тебе вот этот человек загаданный? Ну, тут не все так хорошо и радужно, и пони тут не бегают по полю. Нет, этот мужик, даже не мужик, этот человек, потому что это может быть и женщина, этот человек считает, что ты слишком хитрожопая. Он, знаешь, он видит, как ты ловко вертишься вот между делами, да, думает, что у тебя все слова как, ничего не стоят, как домик карточный, да, красиво, но дунешь, и все распадется, то есть ненадежно. Ему кажется, что ты говоришь одно, а делаешь другое. Может, он заметил, как ты там обещала подруге помочь, а потом слилась, да, потому что появился более выгодный вариант. Или уверена, что там справишься с кое-какой работой, а сама в последний момент там паникуешь. Вот он уверен,
что ты жонглируешь обязательств, но в любой момент можешь все завалить. И он тебе не до конца доверяет. Для него, для этого человека, ты знаешь, ты как этот иллюзионист, фокусник. То есть наблюдать интересно, но подвоха ждешь. И этот человек еще думает, что ты сплетничаешь за его спиной. Даже если это не так. Мы же смотрим его мысли, а не правду, что творится. Но он думает, что ты сплетничаешь, да. То есть в его глазах ты не совсем надежный человек, который любит показуху. И самое, знаешь, что плохое? Он этим восхищается. Потому что он, вот этот человек сам так не умеет, но очень хочет. Понимаешь? Что тебе знать, что тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, хватит ныть, во-первых, да, и хватит время тратить на этого пустобреха, пустозвона, пустомели. Вот смотри, он тебя не уважает, нет, ты ему не веришь. И ваши взаимоотношения, они цирк напоминают. Вот пора сделать жесткий выбор. Либо ты на место этого человека ставишь, то есть прямо говоришь, что тебе не нравятся его подколки, тебе не нравится его недоверие. Это вот знаешь как? Это знаешь как вот хочет в друзья, но не доверяет. Вот. И надо говорить так же. Не доверяешь, ну нахрен ты мне нужен. Иди вон у деда в картошку обманывай, да? Лопатой. Будет к картофельному кусту подходить и говорить: вот выскочишь, я тебе... Ой, ерунду начал говорить. Ну, в общем, ты поняла, да? И будь готова, что этот человек не изменится, если ты решишь продолжать вот общение с ним. Потому что карты показывают, что ты должна сосредоточиться на более реальных целях. Перестань распыляться на тех, кто тебя не уважает, кто тебя вниз тянет и хочет, как говорится, кусочек твоего знания на халяву откусить. Вот примерно вот так. И ты теперь даже поняла, потому что, как сказать, не скажу, что меня прям передернуло, да, но я как будто вот суть его захватил. То есть человек этот тебя не уважает, но хочет на халяву кусочек от тебя отсобачить. Понимаешь? И перестань, он тебе не нужен. Вместо того, чтобы там жонглировать, как говорится, его ожиданиями, займись тем, что тебе реально выгоду принесет. Там на курс иди, в проживание арканов приходи, в манифест приходи. Понимаешь? Если тебе нужен партнер, то точно не этого человека. То есть тебе нужен человек, который не будет сомневаться в тебе, в твоей честности и так далее. И если решаешь оставить этого человека в своей жизни, то, конечно, обозначь четко границы свои. Например, там, или ты начинаешь мне доверять, или мы общаемся только там по делу, сухо и так далее. И не бойся его потерять. Он, знаешь, все равно не твоя потеря. Понимаешь? Все ты понимаешь. Давай перейдем к третьему варианту. Итак, троечки. Кто этот человек и ваши взаимоотношения? Ну, знаешь, это понятно, да? Это или твой коллега, или партнер по какому-то делу. И вы вместе... Извиняюсь, горло болит.
И вы вместе в какой-то проект вляпались, где вот нужно руки, как говорится, из жопы вытащить и работать как проклятый. Он вот тот человек, который вечно всех торопит, строит из себя командира, но без него вообще ничего бы вот не сдвинулось. А взаимоотношения — это вот как две лошади в одной упряжке. Ты тащишь свою часть, этот человек тащит свою. Но этот человек тебя подгоняет постоянно, как будто ты отстающий вагон этого поезда. Понимаешь? И ты ему нужна как вот работяга, которая не сбежит при первом же закипании. Он тебя ценит за то, что ты не бросаешь начато, но при этом ведет себя как в попе скипидар, как заведенный. Может вломиться с порогами, там с криками «Срочно, мы все горим!». Даже если дело может подождать, он так делает. И вы, знаешь, вы как два винтика в одном механизме. Без тебя ему крышка, но и ты без его пинков иногда расслабляешься. Это не любовь и не дружба, нет, это рабочий такой тандем, где каждый знает свою роль. По головке он тебя не гладит, но и спуску не дает. И вы друг другу, знаешь, как костыли. Без поддержки развалитесь, но и особой нежности тут нет. Но этот человек рядом только потому, что умеешь делать дело свое. Как только проект вот этот закончится, дело ваше закончится, он тебе даже смс-ку не напишет, сразу говорю. Что думает о тебе загаданный человек? Ну, знаешь, он считает тебя своей вот этой палочкой-выручалочкой. Вот видит в тебе того человека, кто всегда стабилен, да? Ты для него как вот надежная, предсказуемая и без сюрпризов. И про себя он думает, что ты ему поможешь переплыть, да, вот эту реку проблем, текущие проблемы к чему-то, как говорится, новому. Но сам он при этом даже, как сказать, сильно не хочет весла в руки брать для этого переплытия. И в его голове ты вот прям скала, на которую можно опереться, пока он сам решает, куда ветер будет дуть. И он в тебе уверен. Он в тебе уверен, ну и особой благодарности ты от него не жди. Для него это как само собой разумеющееся. Ему кажется, что ты вот создана для того, чтобы быть его подушкой безопасности, пока он, как говорится, экспериментирует жизнь. Надежная, но спасибо не скажет. Вот так. Что делать, зная все это? Ну, знаешь, перестань раздавать себя всем подряд, особенно ему. Потому что, знаешь, ты же не благотворительный фонд для этого халявщика. Закручивай гайки на деньгах, на финансах, на времени, на внимании. Если он, человек вот этот, хочет твоей помощи, то пусть платит по счетчику. И закрепи то, что ты уже заработала. Не распыляйся на новые авантюры, пока ты не приберешь, как говорится, в своем углу. Пора перестать бегать за вот этим человеком и начать обустраивать свою берлогу. Пора. Свое ответвление бизнеса. То есть не так я сказал. Знаешь, вот вы вместе сейчас работаете, и вы как винтик без шпунтика. Вот так. Но тебе пора думать о том, чтобы работать отдельно. То есть пора вот эту подушку безопасности собирать, понимаешь? Тут примерно вот так, что делать. И перестань быть жилеткой, понимаешь? Потому что если он с очередным вот этим приползет к тебе, там, меня спаси, четко скажи, сначала оплата, потом разговоры. А лучше вообще дверь не открывай. Ты же не эвакуатор для вот этого застрявшего его эго. Сегодня горло болит, сегодня короткий расклад. Всегда помни,
что дед всегда рядом.